Здравствуйте. Это вы на собеседовании? Проходите сюда. Насть, пропусти человека. Сюда, сюда. Вот, в этом зале побеседуем. Сегодня никто лишний не зайдет. Сразу хочу извиниться. Да, я как раз об этом. К сожалению, ваш интервьюер, Денис, он сегодня не сможет присутствовать, но он попросил меня его заменить и оставил вопросы. Не знаю, правда, почему именно меня, ведь я даже не программист. Ох, извините, точнее, не разработчик. Хорошо, что этого не слышал Егор. Извините, я немного ушла от темы. Да, вы не переживайте. Все будет хорошо. Я совсем не строгая. Ни в коем случае вас заваливать не буду. Хотите чая или кофе? Расслабьтесь, мы просто пообщаемся. Рассматривайте это не как допрос с пристрастием, а как интервью. Мне пришлось полдня эти вопросы просматривать, чтобы не было совсем стыдно вам их задавать. Ну, ничего. У нас ведь есть время? Отлично. Начнем? Так, давайте сначала по порядку, а там уже как пойдет. Только один вопрос. Вы ведь собеседуетесь на Python? Ага, хорошо. Я буду делать пометки о ваших ответах. Вы не против? А то всего не запомню. Если после ответа на какой-то вопрос вы потом что-то вспомните, то не стесняйтесь, говорите, я исправлю. И заранее хочу извиниться. Если что-то произнесу не так, какое-то название, то простите меня, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Что такое PIP-8? Я не знаю, как читается, но думаю, вы меня поняли. Угу. Я вас услышала. Угу. Соглашение. И можно ли его не придерживаться? По голове не настучим. Ставлю плюс на бумажке, как в начальной школе. Вопрос номер 2. Скажите, как на данном языке работает тернарный оператор? Ну, все подходит, да? Полагаю, это слишком легкий вопрос. И сразу чувствительность Python к регистру? Ну, это вы все знаете. Даже я знаю. Ага, следующий вопрос. Операторы звездочка и 2 звездочки. Ну, arcs и quarks. Ага, да. Аргументы. Именованные аргументы. Распаковка. Ага. Да. Как раз именно того, что конкретно эти слова не обязательно использовать, ваш интервьюер бы и ждал. Ставлю плюс.
Следующий вопрос. Чем отличается is от двух знаков равно? Мгм. Но я понимаю, что это идентичность и равенство. Вы мне объясните, в чем разница? А, последнее проверяет, тот же ли это объект в памяти. Мгм. Хорошо, идем дальше. Что такое аннотация типов переменных? Мгм. Мгм. Да, подсказки для читателя кода. И в чем их особенность? Ладно, придется аккуратно подсказать, ведь никто не узнает. А как на них реагирует интерпретатор? Угу, отлично. Хорошо идете. Что такое пакеты? Так. Угу. Пространство имен. Угу. Несколько модулей. Угу. Все верно. Для меня, как системного администратора, ответ непривычный, но для вас абсолютно верный. Так, здесь в списке вижу пару легких вопросов, на которые ответы знаю даже я, поэтому, с вашего позволения, задавать их вам не буду и поставлю сразу плюсы. Кстати, по секрету, хоть я и полный ноль в данном вопросе, но Python — это мой любимый язык. Я этого вам не говорила. Так, со следующим вопросом давайте поступим так. С вашего разрешения я просто запишу ответ дословно, потому что слишком плохо разбираюсь в теме. Еще раз извините, что все так получилось. Просто, думаю, было бы совсем некрасиво развернуть вас домой, когда вы уже и так время потратили, приехали сюда, нашли нас. Вы ведь не против? Прекрасно. Так вот, вопрос. Назовите преимущества массивов NumPy по сравнению с вложенными списками Python. Угу. Понятно. Можно последнюю фразу еще раз? Угу. Да, записала. Сравнивать сейчас не будем. Ваш ответ проверит автор вопросов позже, хорошо? Угу. Назовите, пожалуйста, типы данных в Python. Как хотите. Если вам удобнее на языке оригинала, используйте его. Да, конечно. Можете сгруппировать. Так даже лучше. Угу. Так. Это числа, это списки. Ага. Так. Дальше. Угу. Множество, словари. Можете, пожалуйста, разделить на изменяемые и неизменяемые типы данных? Угу. Эти сюда, угу. Эти сюда. Ставим плюс. Следующий вопрос. Что такое анонимная функция или лямбда-функция? Ну, если пойму ваш ответ, то просто поставлю плюс. Угу. Я правильно понимаю вашу точку зрения, что есть функции, которые содержат одно выражение и могут обойтись без определения. Так и... Ага.
может иметь любое количество аргументов, но вычисляет и возвращает только одно значение. Ага, прекрасно. Идем дальше. Следующий вопрос. Что такое магические методы? Я знаю только магический пакет. Это я о своем. Слушаю вас. Ну, просто скажите, зачем они нужны? Чтобы объекты вели себя аналогично встроенным типом. Супер. Там так и написано. Ставлю галочку. Еще один вопрос, который мне придется просто записать. Расскажите про декораторы в Python. Меняют работу того, к чему применяются, без изменения структуры функции. Да, все. Следующий вопрос про тестирование кода. Скажите, пожалуйста, какие средства вы используете для этого? Понятно, есть такое. И чем удобен этот мок? Так, существенная адаптация кода под тесты. Отлично. Плюс. Так, здесь, я так понимаю, вопрос на засыпку и понимание более низкоуровневых тем. Так вот. Поиск быстрее в словарях или списках? Хорошо. И почему он быстрее в списках? Ага, вроде верно. Почему вроде? Потому что здесь ответ оставлен в математической форме, а это не совсем моя стезя. Но, впрочем, я уверена, что вы сказали все правильно. Так, теперь меня настоятельно попросили поговорить о парадигме объектно-ориентированного программирования. Можете мне, пожалуйста, назвать сами принципы, чтобы было более объективно? Вы ведь должны знать их сами. Так, наследование и... Так, поняла. Дочерний класс наследует все от родительского. Дальше? Абстракция. Ну, вроде поняла. Еще полиморфизм. Понятно. Я ваши ответы поняла, но все-таки запишу. Понимаю, что эти вопросы могут показаться лишними, но я хочу премию, а не выговор, поэтому придется нам с вами поговорить и об этом. А то уже мне проведут интервью с допросом. Почему не спросила? Не обращайте внимания. Здесь еще пара вопросов в данном разделе. Позвольте я спрошу. Что такое инкапсуляция? Полагаю, что не протокольная единица данных. В смысле... Такого в Python нет? Но у меня в списке есть. Ну, ладно. Я ваш ответ запишу как есть. Здесь последний вопрос в данной теме о практиках проектирования. Просто
перечислите мне те, какие знаете. А я, если позволите, повторять их не буду. Да, чтобы потом мне не было стыдно за акцент. Ага. Угу. Так, ну, несколько из того, что вы перечислили в списке есть. Так что я поставлю плюс. Угу. И еще один раздел. Не знаю зачем, но мне дано указание поговорить с вами на тему Linux. К счастью, здесь я уже не настолько дремуча. Для чего нужна команда ls в Linux? Угу. Угу. Да, для вывода содержимого каталога. Ну да, это легко. Спрашивать аргументы не буду, потому что не считаю необходимым каждому знать их наизусть. Да, учитывая, что получить о них справку можно в любой момент. Надеюсь, что ваш интервьюер, Денис, со мной бы согласился, но спросить мы его не можем. Ага, следующий вопрос. А можете ли вы объяснить разницу между Linux и Unix? Да, как угодно. Понимаю, что можно сделать это множеством способов, но вы используйте любой. Угу. Угу. Да. Так подойдет. Плюс. Можете ли вы назвать зарезервированный IP-адрес для сетевой петли или localhost в IP версии 6? Угу. Верно. А почему он записан именно так? Ведь в данной версии протокола IP каждый адрес состоит из 32 бит. Угу. Верно. Ведущие нули можно пропускать. Хорошо. С помощью какой команды можно отобразить процессы? Угу. Так. Хорошо. Думала вас подловить, попросив лишь одну команду. А вы назвали больше, чем я знаю. Хорошо. Тоже интересный вопрос. А какую команду нельзя вводить, если не хочется увидеть неизбежную смерть системы? Да, это самое известное. Да, Linux не Windows. Под sudo ошибок не простит. Так, теперь Kubernetes. Здесь вопросы уже не как ls в Linux или длина строки в Python. Вы готовы? Их я тоже, с вашего позволения, просто запишу. Какие решения для GitOps в Kubernetes вы знаете? Простите, я не уверена, правильно ли читаю, но надеюсь, что вы поняли вопрос. Угу. Так. Да, да. Я записала. Вроде бы сходится. Что входит в статус узла или ноды? Так, адрес, состояние, информация, емкость, фаза. Угу. Объяснять каждый из них просить не буду,
потому что такого ответа достаточно. Просто поставлю плюс. А что такое Google Container Engine? Угу. Так, платформа управления, докер. Вроде сходится. Идем дальше. Что такое кластерный IP? Так, доступ внутри кластера. Без внешнего. Ставлю плюс. Так, здесь небольшой раздел о фреймворках. Скажите, пожалуйста, чем отличается Flask от Django? Отвечайте, что знаете. Я запишу. Так, понимаю. Легковесный и низкоуровневый против высокоуровневого. Масштабируемость, гибкость, большой контроль над кодом. Ага, я записала. Конкретнее о них вас, наверное, спросит сам Денис. Так что я пока опущу этот момент, а то вы уже, наверное, устали от меня. Так, напоследок задам пару вопросов о модуле Async.io. Насколько я знаю, этому разделу ваш интервьюер придает довольно большое значение. Да вы не переживайте. В любом случае вас пригласят еще раз. Только спросят более профессионально и предложат практические задания. У нас с вами сейчас просто предварительная беседа, больше направленная на то, чтобы понять вас как человека. Ну, как вы мыслите, как у вас с логикой, с теорией, ну и все такое. О, нет, я не HR, но что-то в людях понимаю. Так вот, мы ушли с темы. А для чего нужен данный модуль? Так. Несколько задач одновременно. Так. И в каких случаях это может быть полезно? Так. Повышение производительности в случае ожидания поступления данных при использовании асинхронного ввода-вывода. Ага, здесь так и написано. Отлично. Ставлю галочку. Коротенький вопрос. Для чего нужен await? Так. Ожидает завершения объекта. Ага. Да, я вас слышу, я вас поняла. Дальше. Для чего нужен execute? Ну, исполнитель. Так, хорошо. Все совпадает. Так, объект для запуска задачи в отдельном потоке или процессе в Async.io. Хорошо. Ну и последний на сегодня технический вопрос. Назовите мне, пожалуйста, преимущества использования Async.io перед использованием многопоточности или многопроцессорности.
Ну, понятно, что так программа продолжает работать даже при ожидании ввода-вывода и не блокируется. Угу, угу. Ну, можно сказать, что мы об этом уже говорили. Что ж, подводя итог, лично я к вам настроена максимально благосклонно, и нам в коллектив нужны такие приятные и толковые молодые люди, как вы. Я, к сожалению, работаю в другом отделе, но буду рада встретиться снова, если вы подойдете на должность, а вас устроят рабочие условия. До свидания. Да, хорошего дня. Вас проводить в холл или помните дорогу? Хорошо, да. У меня все равно есть чем заняться. Нужно структурировать ваши ответы для предоставления отчета. Угу. Еще раз до свидания.